Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня у меня две темы для обсуждения. Первая тема – это обзор товаров, которые я получила в ближайшее время. То есть я не стала записывать каждый день, что я получаю, а решила немножко подкопить. И сегодня как раз такой день, когда уже можно сделать такой небольшой обзорчик. И вторая тема – это мои ближайшие планы, то есть планы до Нового года. Ну и начнем, конечно же, с нашего товара. Первым делом это синтепон. Я буду подглядывать свои шпаргалочки. К сожалению, этого синтепона уже в наличии нет, но я брала два. Вот сегодня у меня еще один пришел. Сейчас я его найду. Возможно, он еще есть, и я дам ссылочку. Мне, в принципе, понравился синтепон, но он, я бы не сказала, что он прям на зимнюю одежду. К сожалению, нету. К сожалению, нету. Но вот то, что я сегодня получила, его уже нет в наличии. Так, плотность 150 грамм на квадратный метр. Отрез метр на 2,5, на 2,1, вру, на 2,1, то есть, ну, как бы достаточно, да, на одно изделие вполне, какую-то курточку, но я бы сказала, что на теплое изделие, кстати, вот так вот в таком виде оно приходит, вот в таком виде, очень плотненько сжатый, я даже подумала, что там просто тонюсенький синтепон, но нет. Он, конечно, не теплый, не слишком толстый, я бы сказала, где-то, наверное, ну, до 1,5 сантиметров, вот так, если его не сжимать, ну, вот так вот, до 1,5 сантиметров. Но это не очень тоненький, то есть не очень толстый, потому что я брала себе еще больше. В принципе, есть подложечка. Да, есть подложечка, с одной стороны он такой шершавый, с другой стороны более гладкий. Но я бы даже сказала, это не подложечка, это просто как он такой спрессованный, что ли, как-то вот разглаженный. Не знаю, что с ним сделали, но это точно не подложка. Поэтому я думаю, что все-таки подложку стоит к нему добавлять. В общем, у меня получается метр на 2,100, метр на 2,100, ну, может быть, на 2 изделия, может быть, себе и Лорику я что-нибудь сделаю, сошью. Дальше, габардин. Я уже показывала и рассказывала много-много всего о габардине, поэтому я думаю, что, ну, я скажу так, цвет очень приятный, фирма та же, где я и брала, то есть в том же месте, он просто почему-то приходит в разное время, хотя брала я его в одно и то же время. Так, габардинов, по-моему, больше нет у меня в заказах, то есть, ну, в пути. Этот габардин, сейчас я покажу. Так, есть у меня этот габардин, опять же, нет в наличии. Ну вот именно такого цвета нет в наличии. Вот этот вот красивый, фиолетовый или сиреневый, не знаю, как его правильно, какой он был, фиолетовый. Но его, к сожалению, нет в наличии, но есть другие в наличии. И стоимость у него, так, за 3 метра, но уже подороже, у меня было дешевле. Я брала за 500, я не помню, 550, по-моему, вместе с доставкой у меня получилось, за 3 метра отдала. А сейчас он стоит за 3 метра без доставки 632. Ну, на всякий случай я оставлю ссылочку на него все равно, вдруг кого-то заинтересует. Так, идем дальше. Я тут, конечно, все это у меня в разброс, не по порядку, но все-таки. Значит, смотрите, это у меня корсетная сетка или корсажная сетка. Значит, здесь у меня ширина полтора, а длина, получается, вот так, 50 сантиметров. То есть мне вполне хватит этого кусочка на несколько бюстгальтеров, на кучу бюстгальтеров, то есть мне этого хватит надолго. Конечно, если шить корсет, то этого кусочка хватит на 1 корсет. Если вы хотите, допустим, планируете шить корсет, и вам необходима корсетная сетка. Кстати, да, сетка не тянется ни в одну, ни в другую сторону. Для этого, то есть именно поэтому она и называется корсетная, она не должна тянуться. Черная точно такая же, тоже 1,5 на 50, тоже достаточно плотная, форма держащая, то есть как раз для таких вот изделий. Корсет, бюстгальтер, то есть есть там вставочки такие в бюстгальтере, которые необходимо дублировать, как повторять, да,
детали, допустим, вот здесь вот этот вот выемка, или как она называется, не помню, и вот здесь вот эта часть, она повторяется из корсетной сетки. Дальше у меня пошел только всего два, получается. Это у меня органза. Мне очень понравилась органза, ее переливы. Ой, я думаю, что очень видно. Вот ее переливы. Но шить какие-то блузки, рубашки из нее, ну, как бы, если только, допустим, делать на подкладке, ну, как, допустим, вот подкладка в виде маечки, да, на тоненьких бретелечках, то есть вот такая подкладочка. Либо что-то, допустим, если шить юбку ребенку, да, пышную, если вы хотите, ну, или себе вдруг вы хотите пышную юбку, очень подойдет, потому что очень формодержащая ткань. И, конечно же, на новогодние праздники, я думаю, что прям вот классно подойдет, потому что перелив очень красивый. На рукавчике, допустим, вы захотите, например, у вас есть вот из такой ткани какая-нибудь ткань, ну, не органза, а какая-нибудь помягче ткань, да, или поплотнее, я имею в виду, чтобы не такая прозрачная была, ну, приблизительно такого цвета. Допустим, вы сошьете рубашку или блузку, и вот такие пышные рукава вот из этой ткани. Очень будет красиво, но мне так кажется. Для чего я ее взяла, честно говорю, девочки, не знаю. Просто понравилось мне вот этот перелив, понравился, и все. И я хотела просто сравнить дорогую органзу с недорогой. Я, кстати, да, обязательно что-нибудь сошью, возможно, своим девочкам что-нибудь сошью. Вот такая вот розовенькая. Обязательно что-нибудь сошью девчонкам своим, ну, может быть, даже себе. Ой, какой красивый перелив. Может быть, даже и себе, почему нет? Даже не то, что, может быть, что-то сошью, я имею в виду полностью, хотя, может быть, и полностью. Может быть, действительно, я сделаю что-то на подкладке, какое-нибудь платье-футляр и на подкладке. Подкладка что-нибудь в виде какого-то платья-майки, да, то есть на тоненьких бретельках. Так, давайте посмотрим по цене. Так, корсетная корсажная сетка 221 без доставки. Органза у нас стоит, опять же, без доставки 312 рублей. Ну и поехали дальше. Опять же, ссылочки я все оставлю в описании в телеграм-канале. Дальше у меня паутинка. Я, конечно, думала, что паутинка будет больше. Но здесь 50 на 50. Я почему-то, видимо, не посмотрела, хотя... Да, я, наверное, не посмотрела. Тут написано 50 на 50. Просто увидела паутинка, захотела паутинку. Стоит она 137 рублей. Ну, я думаю, что дороговато на такую. Хотя может быть и нет, потому что когда в рулоне, или как она, вот катушка называется, да, в рулоне, наверное, или как, ну, тоненький, там, сантиметр, полтора, два, она бывает и дороже попадается, поэтому я не знаю, сколько там нарезано. Ну, в принципе, такая паутинка подойдет, допустим, для какой-то аппликации, да, вдруг, если где-то у вас какая-то дырочка, нужно заклеить дырочку, тоже подойдет. Хотя у меня есть термоклей специально для ткани порошковый, я им в основном пользуюсь, но увидела и захотела, думаю, мало ли пригодится паутинка. Я сказала 137 рублей. Дальше мы переходим с вами к дублерину. Так, у меня здесь два вида дублерина, дублерин, да, на тканевой основе. Два вида черного дублерина. Сейчас будем смотреть, чем он отличается. Не тянется ни в одну сторону, ни этот, ни другой. Да, ни этот, ни другой, но вот этот, он прям нежнейший, тончайший, мякусенький. Уже посмотрю потом, где какая, потому что сейчас я, наверное, сразу не пойму, какая из них какая, да. Так, дублерин. Думаю, что вот этот, потому что тоже, опять же, нет в наличии. Так, ну есть другой тут, вот в этот 2 метра, а есть там и метр, и есть тоже 2 метра, но здесь граммовка другая, наверное, потому что, да, граммовка другая. То есть вот у этого граммовка 40 грамм на квадратный метр. Ну, там уже есть 30, то есть это тоньше, да, то есть вот это такой более плотный. Вот этот дублерин подойдет на пальто, например, на какие-то плотные жакеты, может быть. В общем, дублерин
Да, бывает разный. Боюсь запутаться, дублерин, флизелин. А этот подойдет для каких-то тонких тканей, если их нужно уплотнить. Тоже мне очень нравится, он прям такой приятный к телу. Достаточно хорошая клейкая основа, достаточно плотненькая. Ну, в общем, я напишу, какой из них какой, обязательно в телеграм-канале. Далее, тоже дублерин. И тоже два вида, точно такие же я брала, и один поплотнее, другой помягче, я брала белый. То есть тоже вот этот вот более мягкий, более нежный, он прям вот приятно вот даже на ощупь. А это такой более такой шершавенький, ну такой. Дальше у меня флизелин. Флизелин, который я уже успела использовать. Вот этот флизелин я использовала для нашего проекта, я его использовала для дублирование деталей жакета. Ну, а этот дублерин пришел только сегодня у меня. Точно такой же, только черный. Но я как бы о нем не буду сильно много говорить, потому что дублерин, он, я уже говорила, на бумажной основе и достаточно плотненький, и не все детали можно им дублировать. Дальше переходим к тканям. То есть у меня получается 3 вида трикотажа и пальтовая ткань. Что касается трикотажной ткани, то есть вот эти ткани уже я покупала не на Валберес, а магазин ткани по низким ценам. Интернет-магазин ткани по низким ценам. Ссылочку обязательно тоже оставлю, хотя у нас в телеграм-канале ссылочка есть в навигаторе. Вот. Есть у меня здесь, значит, 3, я уже сказала, да, 3 вида трикотажа, но этот трикотаж совсем другой, я вот так положу, чтобы не мешать, а этот немножко отличается, вернее, совсем отличается. Значит, вот этот трикотаж, я уже сейчас не буду искать, как он называется, обязательно ссылочку оставлю в описании, если, конечно, он еще остался, потому что ткань, то есть вот эта посылка мне шла больше месяца, месяц и 2 недели. Вот, поэтому я уже, конечно же, не знаю, есть этот товар в наличии или нет, но заходите почаще в магазин ткани по низким ценам, там очень, ну, не очень часто, но частенько, да, бывают новинки. Вот, эта ткань очень похожа на Ангора Софт, я когда-то ее покупала. Она мне, конечно, нравится, она мягкая, очень приятная к телу. Я все-таки заглянула на сайт магазина, в количестве, в наличии еще есть, и трикотаж называется Сандра серый меланж, но я вам уже сказала, очень он похож на трикотаж Ангора Софт, ну очень похож, и изнанка прям вот точно такая же, изнанка она как мелкие соты, что ли, можно так назвать ее, эластичная, кстати, да, достаточно эластичная, но очень плохо она восстанавливается, то есть вот она вот такая, видите? Вот так. Поэтому старайтесь сильно ее не тянуть, и она ползет. Поэтому, если будете шить, допустим, какой-то свитерочек, то шейте ее с запасом, не впритык. Ну, я ее взяла достаточно много. Кстати, что касается цены, да, на нее, сейчас я посмотрю. У меня тут еще телефон подсел немножко. Так, цена 220 рублей за метр. Ширина, кстати, у нее 1,35 м. 1,55 м, вру. 1,55 м. Дальше. Эта ткань, вот эти 2 тканьки, буду тоже подглядывать, называется вязаное полотно ярко-сиреневый, но я бы сказала, что это какой-то розово-сиреневый, хотя на сайте, да, он прям сиреневый, а здесь он розово-сиреневый и бежевый. Так, а здесь он как называется? С люрексом. Я просила с люрексом, да, а его не было, поэтому мне заменили вот на такой. То есть он похож, они точно такой же, то есть вязаное полотно называется, очень похоже на кашкарсе или рибану, или как еще называется вот это вот полосатое, да, для маечки очень хорошо. Уже лучше растягивать, то есть она растягивается тоже достаточно хорошо, но она и восстанавливается, то есть легко восстанавливается и не ползет, не ползут ниточки. Тоже я ее взяла достаточно много, не знаю зачем мне столько, но хотела утеплиться, хотела к осени утеплиться, но ткань опоздала. Стоит она 220 рублей, все, уже устала говорить, 220 рублей за метр. И ширина у нее 155 сантиметров.
Так, дальше хочу поговорить о пальтовой ткани. Вот это немножечко в сторону уберу, сейчас разложу свою пальтовую ткань и скажу свои ощущения. Честно говоря, я немножечко разочарована. Во-первых, я здесь не понимаю, где изнанка, где лицо. Ну, скорее всего, та, которая блестит, я предполагаю, что это изнанка или нет. То есть тут надо еще будет определиться, что ты хочешь. Так, она шершавая. Это, наверное, все-таки вот это не блестящая сторона изнанка, потому что она такая неоднородная. Ну, не совсем. Это у нас такая с мелким ворсиком. Что я хочу сказать о ткани? Она не тянется ни в одну, ни в другую сторону. Она очень мягкая, то есть она совершенно не формодержащая. Она очень мягкая и достаточно тонкая. Я бы сказала, что она подойдет на какой-то теплый жакет. Ну или какое-нибудь осеннее полупальтишко. Ну, на подкладке, конечно же. Я хотела, конечно, себе сшить зимнее длинное пальто, но уже как бы планы мои поменялись. Планы мои поменялись именно потому, что ткань пришла не то, что я планировала. Так, что здесь написано, почему я так, прямо скажем, проперлась? Просто написано костюмно-пальтовая ткань, поэтому, ну, ее уже нет в наличии. Костюмно-пальтовая ткань, ну, тут, в принципе, написано не толстая, но плотная. Плетение пальтово-костюмное. Куда смотрели мои глаза, я мечтала о зимней, ну, то есть, в общем, сама виновата. Но почему бы и нет, на осень я себе сошью красивое легкое пальто. Цвет очень красивый, цвет такой насыщенный, яркий. Не электрик, но яркий синий. В общем, вот такие у меня тканьки. И еще одна ткань, на которую я очень надеялась, что я из нее сошью что-нибудь на Новый год. Но когда заказывала, я не подумала, что год-то будет змеи, а я заказала ткань со звериным принтом. Вот такая вот у меня ткань. Ну, я обязательно, конечно, что-нибудь сошью. И знаете, что я хочу? Мне кажется, из этой тканьки будет классная юбка. Это, кстати, бифлекс. Это бифлекс, который очень классно тянется, но я не советую шить что-то прям очень в обтяжку. Почему? Потому что, когда она растягивается, вот тут вот между вот этими чешуйками, или как это сказать, проглядывает черная основа. Ну, то есть, как бы не очень красивая. Я думаю, что она не продержится, не прослужит долго, такая юбка. Юбку обязательно делаем на подкладке, то есть такую ткань, и обязательно из неэластичной ткани. Кстати, что я вижу? Здесь у меня подарочек. Подарочек. Вот именно к этой ткани. Я сейчас ее развернула, только что ее развернула. Тут написано: вы получили подарок к заказу, потому что прошлый покупатель оставил положительный отзыв. Порадуйте следующего покупателя, поставьте нам 5 звезд на Валберес. Обязательно поставлю 5 звезд, потому что, во-первых, действительно мне ткань понравилась. Она, кстати, выглядит не как бифлекс, она выглядит как эко-кожа, но вот с таким принтом. Я, кстати, заказала еще змеиную, но, по-моему, это уже будет не бифлекс, я что-то другое. По-моему, я заказала масло, пайетки на масле, и она со змеиным принтом. Бусинки, подарок это бусинки. Бусинки, кстати, не установочные, а именно с дырочками такие, которые нужно на ниточку надевать. Так, что касается вот этой, сейчас мы с вами найдем. Значит, эта ткань 1,150 м, бифлекс питон, называется эта ткань, хотя серебристый леопард, но называется бифлекс питон. Ну, почему она так называется, непонятно. Тут уже бифлекс леопард, он какой-то такой. Ну, ладно, потом сами посмотрите. В общем, эта ткань еще есть в наличии. И стоит она 1280 за метр. Это, конечно, дороговато, но действительно ткань достойная этой цены.
В общем, еще подарочек у меня к корсажной сетке, корсетной. Вот, ниточки мне положили. Тоже очень приятно. Обязательно оставлю отзывы на все товары. Будет, когда время у меня, обязательно оставлю отзывы. В общем, что я еще хочу сказать. Я заказала, то есть у меня еще идет костюмно-плательная, идет она с змеиным принтом, но без пайеток. Повелась на отзывы, потому что, ну, там прям отзывы были хорошие. Дальше идет пайетка на трикотаже, но подробности начала читать. Пайетка на масле. Пайетка на масле. Метр 20 на метр 50. Стоимость 1817. Ну, не знаю, надеюсь, что она будет достойной ткани. И еще я заказала ткань под эко-кожу. Очень надеюсь, что мои машинки с ней справятся. Но, однако, здесь у нее размер, значит, называется ткань диско-змея, но я взяла чисто черный, потому что там были всякие и золотые, и перламутровые, как вот это вот бензин на воде, или как это называется, такая вот расцветка. Я взяла чисто черный, но у нее размер 50 на 150, поэтому я взяла 3 отрезка. Посмотрим, надеюсь, что мне придет цельным отрезком. Ну, хотя если даже и не цельным, то ладно, что-нибудь придумаю. В общем, я очень надеюсь, что на Новый год у меня что-нибудь будет. Хотя я сейчас подумала, у меня день рождения в 9 декабря, у моей подруги день рождения 4 декабря, но мы будем отмечать чуть позже. Я имею в виду, у нее получается, по-моему, в среду, мы будем отмечать в пятницу. У меня, по-моему, в понедельник мы тоже будем отмечать в пятницу. Ну, ничего страшного. В общем, мне нужно что-то сшить себе для... Мы пойдем в ресторан. Ресторан, кафе, бар, не знаю, куда-нибудь, в общем, пойдем. Не дома будем отмечать. Поэтому я думаю, что для такого мероприятия вот такая юбочка, возможно, что-нибудь, какой-нибудь коротенький жакет, мини Спенсер, или как вот они вот называются. В общем, сошью что-нибудь для себя. Кстати, я не помню, сказала по цене или нет, но у меня уже здесь зарядка просто. Я поставила на зарядку, зарядка на исходе. Если что, я потом обязательно оставлю ссылочку, все ссылочки оставлю в телеграм-канале «Швейная продленка». Что я еще хочу сказать? Я хочу рассказать о своих планах на ближайшее время. Сегодня я уже, ну, то есть, я не знаю, закончу или нет, скорее всего, не закончу, но сегодня мы с вами продолжим наш проект «Упрощенный жакет с нуля». Если вы еще не начали, если вы еще не знаете, что есть такой проект, уже я буду записывать девятую часть, 9 видео от этого проекта. То есть, там начинаем мы от первой точки, вернее, прям с нуля мы снимаем с вами со себя мерки, дальше строим с нуля полочку, строим с нуля спинку. Ну и я показываю несколько вариантов, то есть это жакет без выточек, жакет с выточкой нагрудной, жакет с выточкой нагрудной и выточками талиевыми, жакет с рельефами. То есть я показываю, как на основе первого построения дальше продолжать ее моделировать или дополнять эту выкройку. Да? Ну и дальше уже мы с вами краили детали, дублировали. Я рассказывала очень подробно, какие детали, какими материалами дублировать. То есть это все очень подробно. И я не просто рассказываю, я и показываю, что я делала, как я это делала. В общем, это все подробно. Ну и сегодня я уже буду записывать, не знаю, скорее всего, сегодня я не выложу материал, потому что я не успею его отредактировать. Вот, скорее всего, завтра... Я думаю, что завтра я его уже выложу, и, возможно, завтра, я очень надеюсь, что у меня получится завтра уже закончить этот проект. Дальше у меня какой-то вот прям пустота, да, в промежутке от начала следующей недели и до 22 ноября. 22 ноября мой муж уходит в отпуск, поэтому автоматически я тоже ухожу в отпуск. То есть, когда он у меня в отпуске или когда он у меня на выходных дома, я не работаю. Мы стараемся время проводить вместе, да, куда-то ходим, к друзьям и так далее, или просто отдыхаем. В общем, стараемся вместе. Ну и вот этот промежуток у меня пока пустой. Но я явно знаю, что я буду что-то делать, потому что у меня есть очень много работы.
Но с 22 числа примерно на 3 недели я уйду в отпуск. И в это время я буду заниматься чисто своими делами, то есть у меня есть что делать. Мне опять же мама принесла там что-то, где отремонтировать, что-то доделать, переделать. Мы купили мужу брюки новые, нужно их подшить. То есть это все я буду делать, конечно же, не на камеру, потому что, ну, такие дела как бы... Они быстрые. То есть, если опять же буду делать на камеру, я должна что-то буду комментировать, рассказывать, показывать. То есть, опять же, это все будет долго, надолго затянется. Мне нужно сшить пару комбинезонов зимних собаки. Ну, возможно, себе что-нибудь еще. Хотя на зиму у меня есть 3 шубы. Я думаю, что на зиму я себе шить ничего не буду. Вот. Гуляю я с собакой тоже в шубе. Поэтому... Дальше, конечно же, я буду шить что-то себе на Новый год и что-то своей одной дочке. Вторая дочка у меня редко просит что-то ей сшить на праздники. Ну, не знаю почему, но вот так получается, что редко. Если попросят, то, конечно, я ей буду шить. Если нет, то я навязываться ей не буду, потому что у нее вот как-то вот свое на этот счет мнение, да. Вот. Если... Одна дочь у меня просто счастлива, когда я ей шью, а вторая как-то, ну, она относится к вещам как-то так проще, наверное. Потому что, ну, не носит она их каждый день, такие, а не любит, когда дома вот это все много всего, много вещей, много всего. То есть она у меня за минимализм. Натянула одну футболку, натянула одни шорты, их может ходить круглый год. Ну, это, конечно, я шучу так, но практически оно так и есть. Вот, поэтому, конечно, я буду шить. Для себя я точно буду шить наряд. Наряд буду шить, вот я не знаю, девочки, буду показывать только моделирование или буду показывать, как я его буду создавать. Я еще пока не знаю, что мне придет. То есть вы видели, я сейчас заказала, я показывала, то есть у меня будет одна ткань, которая плательная или костюмно-плательная, с принтом, она, там написано, похожа на Барби. Ну, я немножко представляю, что это такое, да. И она со змеиным принтом. Но, конечно, хотелось бы что-нибудь блестящее, потому что это же Новый год. Вот. Ткань со змеиным принтом, ну, я не знаю, может, потом себе костюм какой-нибудь сошью, да, тоже. Вот. Поэтому я заказала еще и с пайетками. Очень много, везде, вот кругом. Если пайетки, то это пайетки на сетке. А я ее терпеть не могу, пайетки на сетке. Я уже как-то пробовала шить себе платье, но мне совершенно не понравилось, как она в работе, как она в носке. Ну, совершенно не понравилось. Возможно, если шить что-то маленькое или делать какую-то вставку, то она будет классно, да. Я вообще очень хотела... чтобы у меня было что-то такое прям блестючее-блестючее. Прям вот такое прям блестючее-блестючее. Не знаю, хочется прям такое что-то. Но, наверное, это скорее пайетки, потому что иначе как? Блестючее-блестючее, ну что это может быть? Пайетки. А пайетки, допустим, не все пайетки после пары утюга оставляют вот этот блеск. Это уже как бы сложность в работе, да. Если ты не можешь отутюжить шов с пайетками, ткань с пайетками, потому что даже с изнанки, когда ты ее отпариваешь, потому что мой утюг, мой парогенератор без пара не работает. Ну как не работает? Он не отутюжит, не разгладит шов, потому что максимум 100 градусов. То есть, если отутюживать, то, конечно же, с паром. И даже если парить с изнанки, шов разглаживаешь, с изнанки паришь, даже если ты что-то проложишь, какую-нибудь тряпочку, все равно с лицевой стороны, я специально это делала, специально проверяла, то есть блески тускнеют, пайетки тускнеют. Поэтому я не знаю, не тускнеет глиттер. Но вот это, кстати, я не знаю, нужно будет пробовать, будет оно тускнеть или нет. Ну, прям вот эко-кожа и все. Вот прям вот очень похоже на эко-кожу. В общем, буду я в кожаной юбочке. Может быть, даже брючки сделаю кожаные. Ну, не кожаные, а вот буду я леопердой. Отвлеклась опять я немножко с этими рассуждениями. В общем, о планах. Конечно, я планирую шить какое-то платье. Кстати, вчера мне девушка одна в телеграм-канале скинула платье с цельнокроенным рукавом и там пайетки, да, платье с пайетками с цельнокроенным рукавом. Что это за ткань? Непонятно. Кстати, еще смотрела
Пайетки на бархате тоже очень красиво смотрятся, очень красиво смотрятся. Но то, что я хотела, не нашла. То есть я хотела, чтобы пайетки были, знаете, как вот как-то не сплошняком вот так вот на бархате, а как-то вот то ли полосочками, то ли какими-то вот пятнами, то есть вот какими-то, не весь бархат усыпан пайетками. Ну вот так я хотела. Хотя тоже неплохо. Я подумаю об этом, кстати, да. Я смотрела вчера, разглядывала весь вечер. Наверное, часа 2 я их разглядывала, пайетки на бархате. Опять же, заказать, попробовать, то есть посмотреть на нее, а если не понравится. А если понравится, а если будет мало, то есть нужно заказывать уже столько, сколько нужно будет на платье, да. Или хотя бы на какую-то кофточку. На какую-то кофточку, чтобы надеть, допустим, с черными брюками или с черной юбкой, да, что-то такое. Вот. Ну, либо делать уже платье. Либо, я говорю, почему бы не сшить жакет, да, почему бы не шить, вот мы сейчас шьем жакет, я шью его из габардина, вы же можете ее сшить хоть из пайеток, хоть из глиттера, хоть из трикотажа, хоть из чего, да, то есть мы можем вот эту выкройку применить к любой ткани. Но единственное, что не забывайте, что у нас свободный крой. Если вы хотите более приталенную, то вы делаете просто меньше прибавок на обхваты свои. В общем, я сказала, что у меня будет перерыв, будет отпуск, примерно 3 недели. Я буду заниматься своими недоделками или переделками. Я буду шить, сошью пару комбинезонов собаки. У него, конечно, есть сколько? 2 или 3, я уже запуталась, зимних. Ну, хочу еще. У него они все с длинным рукавом, с длинными вот лапками, да. А дело в том, что когда он в мягких сугробах бегает, когда вот снега много-много выпало, и он только-только свежий, да, вот только-только лег, и он очень проваливается, и он запутывается в этих рукавах, и он пытается высунуть, и высовывает вместе с лапой, то есть из рукава лапу высовывает, и они, естественно, там, он путается, бедный, он не может оттуда выскочить, вот, и рвет, он сильный, конечно, и рвет, где-то что-то может порвать. Поэтому, да, хочется, то есть нужно ему еще пару комбинезонов сделать или пару курточек, скажем так, с короткими лапками. Что еще у меня по плану? Ну, я думаю, что в отпуске я все-таки буду продумывать свой наряд новогодний. И, возможно, после отпуска, это примерно где-то, ну, примерно к 15 числу, да, я начну 15 декабря, примерно, опять же, не обещаю, 15 декабря я начну записывать мастер-классы. Наверное, я уже так думаю, что я придумаю что-нибудь себе, я запишу мастер-классы. Возможно, сделаю что-нибудь по моделированию, возможно, что-нибудь сделаю с нуля, построение какое-нибудь. Кстати, если у вас есть идеи какие-то интересные, присылайте в телеграм-канал, фото, видео, возможно, да, возможно, вы что-то там сами придумаете, нарисуете или опишите словами. То есть мы все это рассмотрим, и, возможно, я даже сделаю несколько вариантов. То есть не буду шить все, что вы показываете, да, то есть что вы предложите, но я могу показать моделирование либо построение, да. То есть вот если, допустим, будет много лайков под этим фото, которые вы предложите, или под видео, то я покажу моделирование или построение, там уже будем смотреть. То есть о чем я? О том, что вы сами можете распланировать мои планы, да, мои планы на декабрь, на вторую половину декабря. То есть к Новому году мы должны с вами подготовиться. А подготовиться мы должны с вами вместе. В общем, сегодня я еще хотела рассказать немножечко задеть тему о моем похудении. Кому это интересно, девочки, сегодня я уже вешу 64, и это только потому, что я не грызу семечки целую неделю и отслеживаю. Я даже не то, что там контролирую как-то, что это, я просто записываю, что я съела в течение дня, завтрак, обед, ужин, и иногда перекус. Ну, перекус у меня либо творожок, либо я съела там какой-то M&M's с арахисом, либо что-нибудь вот такое. Вот, это у меня как перекус. И то это до 6 часов, и если я очень хочу есть. Ну, или у меня просто вот тут вот что-то щелкнуло, что-то захотела вкусненького. Вот. Ну, и занимаюсь я этим стретчингом.
а по-русски это растяжка. Я по утрам бегаю, сегодня у меня уже 6 минут бега, и, кстати, я прошла это все легче, чем первые 3 минуты, но, однако же, я не хочу себя немножко, сильно нагружать, то есть бегаю по каждый день по минуте добавляю. Вот, бегаю недолго, бегаю на месте, дома, на коврике, под хорошую музыку. Думаю, что ради 5 минут в фитнес-центр не пойдешь, ради 5 минут бега на дорожке, там просто у тебя покрутят вот так у виска, да, вот, бегать на улице, как-то, у меня, наверное, нет специальной одежды, специальной обуви, то есть, если я буду бегать в своих вот этих вот курточках и в резиновых сапогах, простите, да, или в сапогах на каблуках, то у меня тоже покрутят у виска, поэтому мне удобно, мне комфортно бегать дома на коврике и отслеживать время. Тем более еще и под музыку. И еще один момент. Да, вот я занимаюсь стретчингом. Вчера был первый день. Сегодня я сделаю себе второй день. То есть у меня его еще не было, но я сделаю. Наверное, я сделаю только разминку, чтобы себя сильно не напрягать, потому что вчера было действительно мне тяжело. Было первый раз, и мне было очень тяжело. Я даже после разминки устала, и, кстати, сегодня у меня до сих пор болят руки. Руки болят, вот мышцы. Ноги, кстати, нормально, потому что, видимо, ноги я тренирую уже достаточно давно. Я и приседала, и какие-то такие легкие делала упражнения именно на ноги. А вот руки у меня как-то ослабли, да. Вот. Да, вчера у меня было 57 минут занятия. Сегодня, наверное, минут 30 я сделаю. Сегодня-завтра, а послезавтра я опять буду уже конкретно так опять заниматься, тоже около часа, или час. И сегодня я уже заканчиваю. Надеюсь, я вас не сильно утомила. Надеюсь, хоть что-то из сказанного мной было для вас полезно и интересно. Подписывайтесь в наш телеграм-канал «Швейная продленка». Подписка совершенно бесплатна, но интересно. Присылайте фото, видео новогодних нарядов, что вы хотели бы сшить или смоделировать. Обязательно покажу, помогу, расскажу. И сейчас я буду готовиться к записи мастер-класса. Будем продолжать с вами шить наш жакет. Сегодня мы будем с вами сшивать детали, обтачки, подкладки, под борта, то есть вот эти все детали, полностью подкладку будем собирать, и, возможно, уже даже соберем полностью жакет, а может быть, я это оставлю на следующее видео. Я думала, что предыдущее видео, когда я дублировала детали, я думала, будет минут 10-15, а оказалось больше 30 минут. То есть вот настолько все подробно. Если меня сейчас не остановить, то я сама не остановлюсь. Я уже сама себя торможу. В общем, девочки, мальчики, сегодня всем пока. До новых встреч. Увидимся. Я пошла дошивать свой жакетик.